суть истории. На меня вышел на связь вот этот молодой человек. Давайте его пока назовем условно Александром. У него есть интересная информация о том, как разворачивались события на одной из авиабаз в тот день Украины, на одной из авиабаз Украины, в тот день, когда был сбит малайзийский самолет. Но мы договорились так, что Александр, он бы не хотел себя светить, потому что у него на Украине остались родственники, любимая девушка, насколько я знаю. Но, тем не менее, значит, у него есть что нам рассказать. Александр, Николай Варсегов с нами в эфире. Это человек, который, наш журналист «Комсомольской правды», который много занимался историей погибшего самолета. И Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды», который очень много времени провел на тех территориях, где вы работали, служили. Расскажите то, что можете нам рассказать по поводу того, как происходили события в тот день, что вы лично видели. Неважно, как вы там оказались. Да, документы я, товарищи, посмотрел. Действительно, это реальный человек с реальными документами, который в это время находился на украинской территории и кое-что видел. На одной из авиабаз. Александр, расскажите, что это была за авиабаза, где она находилась? Гражданский аэропорт в городе Днепропетровск, поселок Авиаторская, по-моему. Точнее, поселок не назову. Гражданский международный Днепровский аэропорт. Днепропетровский. Она база большая, военная? Гражданская. Гражданская. Обычный аэропорт. Гражданская, на которой базировались военные самолеты. Да. В тот момент. Да. Истребители, Су-25 и вертолеты. Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, вот тот день, значит, какое отношение эта авиабаза, эти самолеты имеют к... Самолеты регулярно летали, бомбили штурмовики Су-25, Донецк, Луганск. Вот. Это продолжалось очень длительный срок, время. Вот. На самолетах, из 8 самолетов, летающих активных, подвешены были ракеты воздух-воздух, которые способны сбить любую цель в воздухе. Они каждый день летали так? Или Каждый день, ежедневно. каждый день с ракетами воздух-воздух летали? Все самолеты летали, да, но из 8 2 только были с ракетами воздух-воздух. Ага. Каждый день они подвешивали воздух-воздух, а Не, дальше они что? были подвешены. А? Они были подвешены, они редко применялись, либо вообще не Но применялись. ведь воздух-воздух их надо применять по самолетам условного противника. Условно, да, по самолетам. Вот. А в данном случае разве шли авиационные какие-то сражения где-то в воздухе? Нет, на самолеты подвешены были ракеты для прикрытия самих себя в воздухе. Для прикрытия? Да. То есть на всякий случай. На всякий если случай. вдруг. Да. В основном было подвески, это по работе по земле. Неуправляемые ракеты, бомбы. Так, и вот этот день, какой это был день? 16 июля? 17 июля. Итак, день 17 июля. Расскажите про день 17 июля. Ну, регулярно летали самолеты. С утра целый день летали. Во второй половине дня, примерно за час до вот этих событий, которые произошли, именно с Боингом, было поднято в воздух именно 3 самолета. Поднимались по-разному, по 2, по 3, по 4. В какое время, вы не помните примерно? Конкретно нет. Вот. Ага. Были... Но до сбития еще, до катастрофы. Ну, да, там буквально за некоторое короткое время. Вот. Залетело 3 самолета, среди которых один был оснащен такими ракетами. Самолеты марки какой? Су-25. Су-25. Да. А вы лично видели, что вылетел самолет с ракетами воздух-воздух? Да. Где у вас точка наблюдения была? Ну, если это не секрет. Вы были за забором? Или На внутри? территории. На территории. Конкретно не скажу. Ага. Вот. Ну, то есть вы имели возможность смотреть это конкретно, Да. что подвешивается? Да. Вот. Вылетели 3 самолета с такими ракетами. Такие ракеты, как правило, могли... Такой самолет с ракетами мог и не лететь. Могли просто другие самолеты чередоваться. Вот. По истечению небольшого времени, как в среднем час происходил вылет каждого вылета, вернулся только 1 самолет. 2 было сбитых. 2 Два самолета было сбили, да. Откуда вы знаете, что сбиты? Там Сказали, обстрел, да? да. Ага. Вот. И вернулся вот этот 1 самолет с этими, на котором были эти подвешенные ракеты. Ага. Вот.
А где, в каком месте были сбиты самолеты? Неизвестно. Где-то на востоке Украины. Все 3 самолета были с ракетами воздух-воздух? Нет, один. Один. И вот он и вернулся или нет? Он вернулся, этот бой. А 2 других они не вернулись? Не вернулись. И были сбиты. Ага. Вот. Летчик этот был очень как бы напуган. Вы знакомы Если с бы- этим летчиком? Видели его? Да. Вы знаете его. А можете сказать, как его звали? Волошин фамилия. Это был летчик Волошин. Он один в самолете был? Или... Да, самолет рассчитан на одного человека. Имя его не знаете? Владислав вроде бы, не скажу точно. Звание? Капитан. И вот этот капитан Волошин вернулся, и дальше расскажите. Вернулся с пустым боекомплектом. То есть ракет не было? Да. Вы как-то так не уверены, все-таки были там ракеты или не было? Р-60 не входит в БК. Что Р-60? Вот эти ракеты, воздух-воздух, не входят в БК основной. В боекомплект? То Да. есть они подвешиваются под какое-то конкретное задание? Да, под конкретное задание, по отдельной команде. Вот. Как правило, самолеты с этими ракетами старались не выпускать в воздух, потому что у ракеты это нельзя часто просто так с собой перемещать в воздухе. А она визуально как-то отличается, там окраска обтекателя? у Отличается своим видом внешним. А какие внешние признаки сразу? Насколько они? Небольшая ракета, крылатая, с оперением, с головкой наведения, то есть ее опознать очень легко. Сколько всего ракет он несет? Воздух-воздух? Воздух всего возможно 2 на этом самолете. Никогда они раньше не применялись, но вот по срочной команде они были, ресурс у них продлен. Ну хорошо, в каких-то Подожди, случаях подожди. он может... А вот никогда раньше, то есть он брал только в этот день? Они были списаны до этого, буквально накануне, за неделю до вот этого случая. Эти ракеты были в срочном порядке продлены и поставились на вооружение опять. Ага. Не использовались очень долгие годы. Потому что почему? Они повышенного риска? Ресурс вышел у них, года. Ага. Старые просто. И вот в этот день, 17 числа, их повесили на самолет, да? Ну, как бы они все время стояли с этими ракетами. А, но не летали. Ну, старались, да, поменьше их в воздух пускать. Но в этот день они полетели. В этот день полетели, да. И вернулся он без этих Да, ракет. зная немножко этого летчика, вполне возможно, когда сбили 2 этих самолета, Ага. просто испуганная реакция неадекватная. И вполне возможно, была возможность, что от испуга или в целях мести Ага. запустить ракеты в Боинг. Неизвестно, знал ли он Боинг это что или нет. Может, он принял его за какой-то иной боевой самолет, может, другой какой-то был. Они с самонаводящимися головками. То Да, есть, когда типа он их того. нажал, они стали искать цель. Нет, Или как они летчик сам работают? фиксирует цель. Сам фиксирует цель Да, потом запускает ракету. Ракета уже летит на на тепло, цель. на цель. Но что вы еще можете рассказать про этого летчика и про этот день, и вообще про этого летчика? Фраза была от него слышна, когда из самолета вылез. Самолет не тот. Самолет не тот. Да, и вечером вечерняя фраза была, вопрос у одного летчика к нему, к этому же. Что там с самолетом? На что тот ответил, самолет оказался в ненужное время, в ненужном месте. А скажите, что вы еще знаете про этого летчика? Он давно там служил? Он откуда вообще? Что за капитан Волошин? Ну, эта часть базируется в Николаеве, город Мгм. Николаев, на Украине. Вот, ну, туда была командировка у этой части, в Днепропетровске. Накануне была у них командировка в Чугуеве под Харьковом. Вот, и все это время они бомбили Донецк, Луганск. И по информации одного из служащих в Николаевской части, они до сих пор продолжают это делать. Александр, вот мы поняли, что вы имеете отношение к авиации. Вот на ваш взгляд, то, что этот Боинг, гражданский самолет, оказался вот не в том месте, не в то время, это нормально было? Или там все-таки летали какие-то гражданские самолеты через территорию боевых Не действий? могу сказать, Не знаете. не знаю. Ну, то есть, как, по-вашему, могли развиваться события? Если я так правильно понимаю, значит, вот вылетели 3 самолета на боевую, на какую-то задачу. 2 из них, они оказались примерно в той зоне, в которой находился Боинг. 2 самолета сбили. Значит, этот капитан Волошин занервничал, испугался. Он подумал, Возможно. что принял вот этот Боинг за какой-то боевой самолет. Который Возможно. Вот, Расстояние и тогда он по нему стал большое, он мог просто не увидеть конкретно, что это за самолет.
А с какого расстояния эти ракеты пускаются? 3-5 километров может цель фиксировать. 3-5 километров. А разница скоростей какая у боевого самолета и Боинга? У этого самолета и Боинга практически никакой, это самолет звуковой. Но ракета очень довольно-таки хорошая скорость, вот, очень быстрая ракета. То есть догонит, да? в любом Без случае? проблем. Ну вот. А что касается высоты, там тоже споры идут. Он может Споры, на 10 Он тысяч может подняться? вполне на своем максимальном подъеме на 7000 метров подняться и вполне может спокойно зафиксировать цель. А, достать ее вверх туда. Да, Ага. самолет просто может поднять нос вверх, и проблем никаких не составляет это зафиксировать и пустить ракету. Это дело То буквально есть с 7 тысяч на 10 тысяч он может уничтожить. и Ну, да- он и- поднял и нос даже вверх, больше. Выстрел вверх туда и все. и даже больше. Дальность полета этой ракеты там Хорошо, больше 10 вот километров. эта ракета воздух-воздух, она на каком расстоянии от цели взрывается? Это разные модификации их есть. Есть ракета, которая Минимальное какое может быть расстояние? Самое близкое. разные. То есть Разные. буквально в корпус. Буквально может в корпус, и буквально может на расстоянии 500 метров, Я почему километров. спрашиваю, потому что очень близко находятся, так скажем, вот эти зоны проникновения, отверстия. Кучно, да? Кучно, да, кучно. То есть такое ощущение, что если это взорвалось, то это буквально в 2 метрах от Боинга. Есть ракета такая, она принцип дроби. Она разрывается, дробь идет, а потом идет основная боевая часть ракеты. То есть помимо как вида обстрела пушки, могло и быть именно основное пробитие самолета. То есть из пушки он тоже мог полить? Из пушки мог, Но но опять же высота не высота не позволит, да и прицельной характеристики нет. Скажите, а вот, может быть, коллеги помнят, вроде бы в этот день Украина заявляла, что в этот день у них не было боевых вылетов. Украина также заявила, что 2 этих сбитых самолета были 16 числа, а не 17 на самом деле. Она признала, что самолеты сбиты, но сказала, что 16. Да. И неоднократно вот эти даты менялись. Ага. А Украина заявила, что 17 числа никаких боевых вылетов не было. Вылеты были постоянно. На самом деле. Надо посмотреть заявление Украины в этот день На по эти поводу даты. этого дня. Мгм. Вы подтверждаете, что вылеты были постоянно, никаких Регулярно. перерывов не было. Был да? один момент, когда перемирие было между, Мгм. и то все равно некоторые вылеты были, продолжались, не так активно, но продолжались. И именно боевые вылеты с уничтожением Применением. целей на земле. Много всяких расхождений по поводу трактовки, что самолеты несли или не несли оружие. Не в данном случае, а всякие запрещенные оружия, типа фосфорного. Что на самом Фосфорных- деле, что вы можете сказать? Фосфорных по там не этому поводу? наблюдалось, но есть очень похожее в принципе. Это объемно-детонирующая бомба. Они запрещенные? Запрещенная. Бомба была предназначена для Афганистана, ее запретили после тех пор. Расскажите подробнее, что это за бомба, почему она запрещена и как она применялась. Запрещена в какой конвенции или кем именно, я не помню, не скажу. Бомба негуманное убийство, выжигает все. Абсолютно все выжигает. То есть аэрозоль, получается, когда она... Совершенно верно. И они их навешивали и применяли во время Да. боевых действий. Да. И были также запрещенные бомбовые кассеты. Это было регулярно или Нет. единичные случаи? Но Нет, были. были. А почему, на ваш взгляд, почему они шли на такое, на применение такого оружия? То есть совсем плохо было на фронте, или хотели запугать, или какую цель преследовали в применении этого оружия? Они все выполняли приказ. А чей приказ? Чей приказ непонятно. Да. Но приказ, смысл такого оружия в запугивании, В максимальном уничтожении. в уничтожении. Не в Максимально. запугивании, именно в уничтожении населения. В максимальном, да. А ты что-то знаешь про это вот с той стороны, со стороны земли, Дима? Вот про это оружие. Мы видели только своими глазами применение минометных мин кассетных с фосфором. Ну, то есть зажигательными зарядами. не самолеты. Встречались сообщения под Горловкой и где-то под Луганском. Были взрывы какого-то совершенно феерического масштаба. Откуда Возможно, они такие были? они, да. Возможно, они были. Боеприпасы были. То есть это какое поражение? Авиационная наносит? бомбовая кассета, там, в зависимости от размера, может поразить цель очень масштабная. Ну, сколько? Стадион от одной Стадион. бомбы. Просто накрывает стадион одна бомба. Причем полностью, всю площадь абсолютно. 2 гектара.
Ага. Александр, а вот после того, как все узнали про этот Боинг, что стало с этим летчиком? Он остался дослуживать в части, его куда-то перевели? Мы говорим о капитане Волошине. Неоднократно наблюдалось, он так сам продолжались и вылеты после этого всего, и все время летчики, в принципе, не менялись. Не менялись. Одни и те же лица были. То есть, возможно, Волошин там не служит также? Или были разговоры, что летчика куда-то должны спрятать, Нет, отправить? разговоров вообще никаких не было. Никаких там не было, да? Александр, а после этого события вы еще какое время там служили в этой части? Находился в Днепропетровске буквально еще недели. Ну, вот с военными летчиками Не после скажу. вот этого дня вы еще как-то общались или там где-то... вот С летчиками никто сталкивались? никогда не общался, это люди города были. То есть неизвестно, о чем они после этого разговаривали, то есть были ли разговоры на эту тему. Совершенно Все, верно. равно же этот Боинг обсуждался среди летчиков. так или Совершенно иначе. верно. Ну, что Но, там? но вы этих разговоров никогда не слышали. Ну, от техсостав же, наверное, что-то говорил, обсуждали как. Все равно Я люди... ничего не скажу про техсостав. Ракета воздух и воздух-земля, они так серьезно по размерам отличаются? То есть спутать их с На данном типе самолета размером То есть размером? вы спутать их не могли никак. никак. То есть воздух-земля, наверное, в 2 раза больше. Воздух-земля в смысле управляемый или неуправляемый? Ну, Неуправляемый управляемое и неуправляемое. Управляемый воздух-земля размеры тоже есть отличаются, но их на тот момент там не наблюдалось. А по наземным целям ракеты, которые работают, абсолютно другой вид имеют. Ну а в Стержень. какой-то ситуации воздух-воздух может быть по наземным целям? Да, Если, ну, но задрать. бессмысленно и очень дорогая таки довольно ракета, чтобы ее применять по наземным целям. Но она слабенькая еще, наверное. И там слабенькая не для запущен наземных. заряд. Вы говорили, что их сначала списали, а потому что у них истек срок применения. Насколько я знаю, они еще списаны были в 2000 году. Точно. То есть я так понимаю, что это дорогостоящая процедура, ее перебрать, чтобы опять можно было использовать. Совершенно верно. Это надо и испытания проводить, и ракеты проверять. То есть это очень тяжело. Ну хорошо, вот вы говорите, были сбиты 2 самолета в тот день. А какая судьба летчиков? Что с ними стало? Неизвестно. Как мне известно, катапультировались. В дальнейшем, по информации, попали в сторону украинских военных. Ну, то есть, То есть перешли, вернулись, они, вернулись. добрались до своих. да. Ну, насколько мне известно. А их фамилии вы знаете? Не скажу. Вы знаете только фамилию этого Волошина, да? Что-то еще добавите? Сколько времени вы там провели? Вы там В вообще Днепропетровске самолеты Су-25 стояли, перебазировались в июле, в самом начале или в конце июня, точнее не скажу. И по сей день стоят там. Также продолжают. После этого они вешали, после этого события, они подвешивали ракеты воздух-воздух или отказались да. от этого? Подвешивали, так же Да. летали, да? В таком же плане они стояли. Все-таки с какой целью их подвешивали, если воздушной Для войны прикрытия не своих было? самолетов. А? Для прикрытия своих самолетов в воздухе, если нет возможности прикрыть самолетом, который предназначен для этого. Прикрытие от чего? От других самолетов. Но других самолетов же не было в небе. По той информации, которая была в тот момент среди них, самолеты были как бы... Были возможны. То есть была постоянная тревога, что с российской стороны... Да, летят была даже какие-то информация, что один из сбитых самолетов сбил именно российский истребитель со стороны границы, не перелетая границу. То есть они подвешивали, учитывая вот эту вариант такой угрозы Да. информационной. Ну вот информация была от одного Ага. летчика сбитого, что вот именно вот этот один самолет сбил именно вот... Ага. Ну а технически это возможно за 50-70 километров? Они вполне могли просто пролетать рядом с границей. Украинский самолет Да. технически мог пролетать. И вот из-за этих соображений они навешивали Да. ракеты эти. И тогда получается, что в воздухе он мог принять, малайзийский Боинг мог принять на расстоянии за угрожающий Вполне, ему самолет. Вполне. Были там истребители, стояли, тоже летали. Они находились немножко отдаление от этих самолетов. Вот, но не всегда они выходили на прикрытие вот этих штурмовиков. Ага. Вот. И, Слушайте. переучились немножко самолеты, они начали подвешивать истребители вот эти. Их не основная цель ну, точнее, на них всегда подвешивались управляемые ракеты. Ага. А там начали подвешивать на них и средства для поражения наземных целей. Слушайте, но
Что вы думаете о такой ситуации? Ведь коридор гражданский, правильно ли мы понимаем, что коридор гражданских самолетов при всем при том существовал? И гражданские самолеты... Для боевого нет никаких препятствий. Я имею в виду, летчик мыслит не такими категориями, что мы тут летаем, воюем с теми же ракетами воздух-воздух, они далеко от нас идут гражданские самолеты. Они это не брали во внимание или не знали, или им Не было знаю, все равно? Я не знаю мысли летчика, я не знаю. Не скажу. А? Я не знаю мысли летчика. Ну а в обсуждениях, вот, насколько это все было неожиданно, что там проходит гражданский эшелон? Это просто не принималось во внимание, или там этого редко проходили самолеты? Что вы знаете по этому поводу? По этому поводу ничего не скажу. Ведь когда самолет вылетает с ракетами воздух-воздух, наверняка пилот получает определенные инструкции, там, не дай бог. Они все, нет, да, по изначально, своим, или- они все ставят им задачи. Вот, Гражданские. каждому летчику ставятся задачи. Конкретные задачи, о которых он никому не рассказывает. В том числе это может быть задача, что там в небе, в таком-то секторе могут быть, условно говоря, российские самолеты боевые, может быть угроза от самолетов. Насколько мне известно, у летчика есть право проявить инициативу. То есть нарушить задачу или прочее. Если он видит необходимость. Если видит совершения. необходимость, если он, да, решил вот необходимость. Так как я пытаюсь понять картинку, так как в это же время на глазах летчика Волошина было сбито 2 самолета, он, естественно, вошел в такое сложное состояние и стал смотреть, где может быть угроза. Так, наверное, да? И мог нажать, придя к выводу, что это тот самый самолет, который сбил его товарищей. Такое же тоже могло быть, да? Насколько возможна такая ситуация, что перед вылетом летчик мог быть пьян или там, под наркотиком? Я думаю, процентов на 99 исключено. То есть все-таки здесь они смотрят, да, смотрели? Да. То есть там все строго достаточно. Ну, да и летчики не пьющие, в принципе, в основном. Если мы придадим гласности эту историю, нас тут же обвинят в том, что вы просто подставная фигура, я не знаю, актер и так далее. Вот Да, как вы разумеется. думаете про будущее? Может ли быть ситуация, при которой вы, при защите российского государства все-таки предъявите себя, документы и так далее? Вот вы что-то об этом сейчас Нет. думаете или не Нет, думаете? я буду полностью анонимным. Почему? Беспокоюсь за себя и за своих близких. За себя и за своих близких. Близкие остались там, на Да. той стороне. Ну, вот в этом вся проблема наша. Но я подтверждаю, что я смотрел его документы, подтверждаю, что он не актер театра, не самозванец, а реальный Ну, мы-то верим. человек, да, но вы пока на эту минуту настроены, что быть закрытым, анонимным. Абсолютно всегда. Да. Мгм. А И если в будущем тоже, И в да? будущем тоже. Расскажите, как вы очутились на этой стороне? Что заставило, какими судьбами? Ситуация на Востоке. У вас есть какие-то родственники на той части, которая сейчас отделилась? Родственники, близкие люди, Друзья, знакомые. друзья, знакомые. А вы как принимали решение, что вы будете оттуда? Был против изначально вот этой всей антитеррористической операции. Мгм. Не согласен с политикой государства. Гражданская война, я считаю, это неправильно. Убивать своих же людей — это ненормально. И какое бы там либо участие принимать или нет, но находиться на стороне Украины и как бы быть к этому частично хоть причастным, я был не согласен изначально. Скажите, а что было последней каплей? Тем не менее, на ваших глазах это происходило долго. Вы же, около года уже сейчас в войне-то, да? Около года? Чуть меньше. Вот вы, да, поменьше, просто день А за то два, началось в середине апреля. Да. 20 числа. Что было, все-таки вот вы, тем не менее, жили, что было последней каплей? Это история с Боингом или что-то еще происходило в вашей Нет, жизни? что-то еще, но что именно, я не буду говорить, потому что эта информация как бы меня... Может раскрыть Да. вас. Понятно. А когда вы ушли оттуда? То же это самое не скажу. тоже не будете говорить, да? Понятно. Но это было значительно после этих событий, по времени? Относительно, да. Не на завтра, в общем. Вы еще могли наблюдать некие последствия, то есть когда вы рассказываете, что Да. летчик продолжал летать, вы все Да. это видели своими глазами. Да. Понятно. А вам неизвестно случайно 2 июня, когда был обстрел, авианалет на Луганскую администрацию? Вот, кто в этом Вот тот самый, с принимал которого участие? все началось, когда у женщин там оторвало ноги, все. Да, было.
ПИТа-12 применили? Слышал, в принципе, да и видео пересматривал. Это были неуправляемые ракеты. Это делает именно Это этот то, самолет. про которое говорили, что то ли кондиционер взорвался, да? Этот, Да-да-да. ПЗРК навелся на ПЗРК навелся на... Не-не-не. Нет, вот, Это были с- авиационные или- с какой базы эти самолеты летели, неизвестно? В тот момент я не помню, не Не скажу. знаете. Хорошо. Но это были неуправляемые ракеты авиационные, да, шли? Вот то, что говорили, что взорвался кондиционер, Да-да-да. там, ПЗРК и так Ну, далее. в парке Ну, я там практически, перед да, администрацией ты до там сих был, пор это там видно. 2 цепочки воронок идут. Ну, вот Да, это вот эти, 24, как раз эти вот эти. Скажите, а можно, на ваш взгляд, все-таки по обломкам Боинга, потому что осталось, определить, что это были именно ракеты? Какие характерные должны быть следы, на ваш взгляд, что это был именно сбитый самолет ракетой, а не что-то другое? Потому что чем Бук отличается от ракеты? Или взрыв внутри самолета, вот последняя версия? Немножко знаю про БУК. Мгм. Ракета десятки раз больше, если еще если не больше. Мгм. Просто если, насколько я знаю БУК, если эта информация правильна, то если бы в Боинг попал БУК, Мгм. обломков бы даже, грубо говоря, не осталось крупных. Он был бы И он- распылен, по Ну, сути. не то, что распылен, а то, что очень, очень сильный, намного больше, чем я смотрел, Мгм. когда БУК уже, когда Боинг на земле находился. Мгм. Он еще относительно был цел. Мгм. После Бука такого бы невозможно было. Самолет не защищен, в принципе, Боинг. Он не бронированный, ничего. Мгм. Он легко уязвимая цель. То есть это было бы значительно более мелкие фрагменты были Ну, бы после да, Бука. да. То есть разнесло М. бы их. Разнесло бы, да. Мгм. А не знаете, какой модификации могли быть вот эти ракеты воздух-воздух, которые... тогда Не были скажу. применяться? Ну, их много типов. Несколько, не скажу подробно. Несколько. А поражающие элементы в них какие? Вот вы говорили дробь. Это одна из модификаций, которая как идет, ну, как, грубо говоря, как дроп, и потом идет дальше основная часть ракеты. Подробнее ничего не скажу, потому что информация это меня выросла. Вот Ага. эти бомбы, любимно детонирующие, газ, который распыляют. Были еще неуправляемые ракеты с этим же газом, также сам запрещены. Применялись они регулярно, очень часто. А что за газ у них? Что такое газ? Он взрывающийся какой-то газ, да? Распыляющийся и потом детонирующий, как Он создает детонацию, создает взрыв, Там да? мелкодисперсная среда, Ага. получается, распыляется, а в таком состоянии рвется же все, и мучная пыль, и угольная пыль Ага, рвется. ага. И причем этот боеприпас чуть ли не в блокадном Ленинграде придумали. Но вот именно, по сути, нацелено в данной ситуации, по сути, нацелено, в основном достается мирному населению, да, если оно подпадает под... только, эти. да, То есть это для массового уничтожения людей Да. делается. Да. целевого, то есть Александр, невозможно спрятаться. извините, я вот только чуточку хотел бы уточнить вот по поводу того, что вы слышали или ваши коллеги кто-то слышал, что вот капитан Волошин именно сказал такие слова, что был не тот самолет, оказался не в том месте, когда он Я прилетел скажу в определенный Волошин. человек, я не скажу подробнее. То есть определенный человек эту информацию слышал Да, и, не скажу и подробнее. передал вам. Вот. Помимо этого, вот опять же, какие-то люди определенные больше ничего такого не говорили, что могло Нет. бы нас, так скажем, заставить подозревать еще больше. Слышал обсуждения, ну, все обсуждения сразу сводились на нет. Что значит сводились на нет? Как это выглядит? Пресекались разговоры, Пресекались. пытались. Ну, это Ну, то был, есть- по крайней мере, свидетелем одного такого разговора. Разговор сразу пресекался. Ну, Александр, но ведь вы после службы, после работы, вот какой-то своей среде, когда собирались там за бутылкой пива, там... Вот я про это и говорю. Даже там тоже пресекалось даже вот в неформально. своей всё. маленькой Ну, про этот ячейке разговор я всё это. говорю, да. Ну, а кто пресекал? Было опасно, Старшие по да. званию Не или скажу сами ничего. люди? Вы можете сравнить боеготовность авиации украинской до начала событий и после? И как началось? Ну, вот в Крыму и мы общались, например, с летчиками в том же Бельбеке. Ну, в ужасном все состоянии было. Не было ни запчастей, ни горючего для полета. Почему Скажу, старые ну- ракеты пришлось доставать? Потому что нет новых. Вот вы сказали, что ракеты применялись 2000-х, начала 2000-х годов. Ракеты в самолете есть только, я не могу сказать подробнее, но основная часть — это универсальная подвеска к самолету. Вот эти ракеты можно подвесить только на определенные места. Мгм. Вот. Их очень мало, их два места. Куда подвешивают Да, ракеты? и они просто не необходимы, ну, не нужны были. Ага. И что я не понимаю пока?
Ну, в смысле, Ракеты были не нужны, потому что... Почему? Два варианта, где можно их повесить только, на Мгм. других нет. В смысле, основная часть — это универсальная. На эту часть нельзя было подвесить эти ракеты. Мгм. Вы понимаете? То есть там Я не специальный понимаю. пилон был под эти ракеты, Да, получается? да. Не хочу просто подробно говорить. И что? К чему это Ну, все? потому они не применялись. Вот. А почему их вот так срочно продлили, я сказать не могу. Это по какому-то приказу свыше. Ракеты были, которые можно было заменить ими, в принципе. Более новые ракеты Нет, были? Не такие было? же старые, но Такие же в основном старые. тоже управляемые, но для иноземных целей в основном. Помасштабнее, поболее. То есть применялись старые ракеты просто потому, что более новых не было сейчас? Да и нету. Да и нету сейчас. Их где производят? На Украине или, допустим, это На еще складах советские лежат. еще, а? Советские еще. Еще советские. То есть оружие еще советское все. Да, и там на Украине этого достаточно, очень достаточно. То есть можно еще стрелять и стрелять и Еще и стрелять. хватит, еще очень намного. На всю войну, да? А иностранные пилоты, инструкторы как-то присутствовали на вашей базе? Нет. Летчики имели, насколько, на ваш взгляд, имели хороший боевой опыт? То есть учения или, может быть, где-то воевали те, даже которые находились там, они, в принципе, со стажем были. со стажем? Не было там... Часть Николаевская была даже 1 год, по-моему, 13-й год. Самая лучшая часть в Украине. самая лучшая Там часть? служат лучшие летчики Украины. Вот так. Там разряды стрелки есть очень хорошо. Вот этот которые Волошин, стреляют. он из этой как раз части, из Николаевска? Он как раз из лучшей части, да? Да, А сколько ему примерно лет? около 30. А, то есть он молодой довольно летчик. Летчиками служат до какого возраста? Из-за травмы уходят либо по истечению 25 лет. Как и все 25 лет военнослужащие. служим, то есть 45 лет. Как и все будет. военнослужащие. Ага. Этот летчик считался одним из опытнейших, да? Ну, из рядовых, которые умеют, Летать. да. Какой-то у них есть опыт, ну, условно говоря, может, в Грузии они где-то? Учения или регулярные, американцы их постоянные, учили? Николаеве, учения, постоянно регулярные учения. То есть это часть высокой боевой готовности Да. была и до событий, да? Да. Это, по-моему, единственная часть в Украине, которая активно летала, вне зависимости от того, ну, нет каких факторов. Ага. Все хватало, в принципе, были моменты, когда не было каких-то средств топлива или прочее. Но все равно, как правило, очень регулярно летало. Ну, скажем так, самый элитный из воинских Ну, частей Украины. Можно и так сказать, в кавычках. Все. А почему в кавычках? Потому что Ну, потому что есть и другие тоже все в опытные части, сравнении, но Ага. очень хорошие части, в принципе. Ну, вот эта часть просто активная. Мгм.